И неужели он нападет на скаута, либо он сам нажмет? Я не понял. Фишка в том, что нейтральные, как бы животные, ну не животные, они не нападают на него. И он ударил его. Бири, абсолютный хамушек. Аргентинец с рейтингом, с максимальным рейтингом 2400. Но где же он здесь? Здесь нет рейтинга 2400. Правильно, потому что он создал смурфа с ником WillsSkills. В чем прикол его смурфа и его приколов? Вообще, Бири это самый такой трэшварный игрок, который в антимета-турнире участвовал. В общем, он создает максимальный хаос, там всегда идет на форвард, играет реально жестко. Короче, в чем его суть? Он играет только жителями. Вот, создал аккаунт, да, начал с 1000 рейтинга, и вот вы видите, куда он дошел, только на жителях. У него нет ограничения там играть только мышкой, еще. Он может играть как угодно, но только жителями. Что подразумевается? Это значит, что, да, он может строить всякие разные здания, в том числе, может, даже и атакующие, но юнитов, как я понимаю, он строит только жителей. И он встречается с кем? С чуваком практически 2000 рейтинга. Я не знаю, что это за никнейм, да, какой-то типа китайцами, иероглифы. На китанцев. Я, кстати, не уверен, с какого именно патча эта игра. То есть уже понерфленные типа китанцы, либо нет. Но думаю, все равно китанцы из китанцы довольно сильная нация, точно они не слабые. Соответственно, что он делает? Обратим внимание, Грузия что-то умеет. У нее есть некоторые бонусы, но пока посмотрим. Хороший старт за счет мулкарта. Карта? Land Madness. Да, на ней можно поагрессировать. 2 жителя идут на форвард. Лун делается по ходу дела, потому что волков здесь нет. И, соответственно, разведка. Разведка вот идет такая. Похоже на то, что делал какой-то чувак на берберах. Помните, вот так вот рашил как-то, угадывал, где враг всегда, и берберами, крестами просто рашил. Нашел дом, приятно. Ладно, здесь ничего не подозревающий персонаж, домик слабо видит, возможно, он его даже не заметил. Соответственно, здесь, смотрите, там крестом что-то подобрал, но уже не подпушивает оленей, что является базой на этой карте, то есть уже небольшой здесь минус. Ну и что, собственно, происходит? Понятно, что WillsSkills, да, ему нужно как-то сделать хаос, так, один мужик бежит за корзинкой, один идет с корзинкой. Хорошо, смотрим. Конечно же, здесь преимущество в том, что нету лума пока что у китанцев. Но вот этот дом, конечно, очень сильно мешает. Тут хотелось бы крестьянами зайти, наверное, повоевать, да, но тут уже что-то чувствует. Одиночный крест отваливается от скаута, а этот нет. И здесь, возможно, дом ему спалит инфу. И смотрите, ребята играют скилловые, так что победить будет крайне-крайне тяжело. Посмотрим. Квиквольчик, китанцы, пастбища, что еще? Что еще мы узнаем? Юниты, которых можно быстро делать. Так, тут какая-то овца еще дополнительную разведку производит. Ну и, соответственно, все, это максимальный урон, потому что двигаться дальше смысла особо нету. Все равно о крестьянах уже известно. Минус 1 крест, соответственно, у WillsSkills. И как нам побеждать крестьянами, не совсем понятно. Ну, давайте смотреть. Здесь добавляются люди на лес. Зачем бы это? Зачем бы? Может, нам получше изучить цивилизацию грузинов? Погнали. Начинает с мулкарта. Приятная новость. Тут какой-то, кстати, привольчик. Возможно, хотел заволить. Но, видимо, здесь... Не, ну тут можно вот так вот по диагоналечке заволить. Давайте, ладно. Дом довольно легко убить. Его никто тут не починит толком. Хотя, если сделать лум и 3 жителей вывести, то, в принципе, можно и задефать свой дом. Будет ли это делать китанец, мы не знаем. Юниты и здания получают на 15% меньше урона, когда они находятся выше. Тут есть небольшие холмы, но очень небольшие. Подходит крестьян, начинает чинить. Так, погнали. Лума до сих пор нет. И может быть это первая ошибка от китайцев? Да нет, он все контролирует. Здесь неплохо. Мельницу выходит. Хорошо. На мельницу выход WillsSkills не видит, хотя может ее чувствовать. Домовтык вещь неприятная. Но в принципе сейчас пофиг. Сейчас доделается крест, лум, и можно переходить. Даже пофиг, сколько у тебя там домов осталось. Так, смотрим. Лума все еще нет, но здесь немножко на самом деле тупит WillsSkills. Он же Бири. Блин, как он дошел до этого рейтинга, честно говоря? Я не знаю, ну я говорю, у него максимальный рейтинг это 2400. Это очень высокий, конечно, рейтинг. Так, ну здесь крестьянка уже танковая, с лумом. Опа-на. Ну да, это очевидно. Если у тебя много на лесе, это будет ацераж. Итак, выходит 10 новых живых полных крестьян, и мы понимаем. Еще бонусы, смотрим. Переход идет от китанца тем временем. Регенерация кавалерии. Ну, тут кавалерии WillsSkills не должно быть, кроме этого скаута. В феодале он будет немножко хиляться, только в феодале. И церкви. Церкви это, конечно, имба, но только в замковой эпохе недоступны. Так, здесь этот важный дом. Важный дом, попытка убить опять крестьянку. Но честно, наверное, выгоднее дом бить. Ну, точнее, он хочет прогнать снова крестьянку, типа, всех ранеными сделать. Но
ТЦРаш. ТЦРаш всегда хочется делать на самом деле на ягоды. Во-первых, чтобы отбить врага от ягоды, самому завладеть ягодами, да, то что-то типа сюда. И как будто бы так и есть, но есть еще лес, а леса 2. Леса 2, 3 или бесконечно. Посмотрим. ТЦ удален. И овцы уходят сюда, как будто он сюда будет релоцироваться. Опа, 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 пошел ТЦРаш. Грузины, ну, они пока просто строят ТЦшку. Но уже есть прикол, да, то есть... командный бонус. Вычинивать здание на 25% дешевле. О, это уже бонус на ТЦРаш называется. Так, и самое важное, очень важно, чтобы начать ТЦРашить в момент, когда уже игрок нажал. Враг нажал следующую эпоху. Так, осторожно, бамбуки пока здесь небезопасно добывать. Ну, китайцы, наверное, здесь будут соображать как-то. И понятно, против ТЦРаша, наверное, можно повоевать. Против грузинского ТЦРаша можно, конечно. Так. Продолжает дом выпиливать. Так. Уже больше крестьян у Виллскиллса. Хорош, чел. Хорош. Дом будет убит. И уже 20 из 15. Что ты будешь делать? Надо кучу домов ставить уже, дружочек. Враг поставил, а стрельбище, а лучников, то есть выход лучников, он оттягивается. Смотрите, что происходит здесь. Овцы через всю базу, через всю карту уходят сюда, в ТЦ, и начинается вычинивание ратуши. Но интересно, здесь сидит 11 крестьян, здесь 10. Ребята должны знать, что 10 это... достаточное количество. Так. Хорошо. Скаут все еще живой. Виллскиллс. Пора сливать скаута. Ага. Вот такая мельница идет. Не на оленей. Интересно. Ягод на карте куча. Здесь крестьяне. Но топорик уже. Есть топорик. Это неприятно. Так, здесь крестьяне думают, что делать. Овцы подходят. Но слушайте. Здесь очень опасно. Когда ты ТЦРашишь, у тебя в среднем добыто намного меньше ресурсов, как мы можем видеть, да? Это, конечно, капец. Поэтому вычиниваться можно, но если лес есть, а на лесе работает 8 человек, но с мулкартом, то есть суперэффективно, по идее. Хотя здесь, ребята, эффективно работают, но это не точно, потому что начинается бой крестами. Так, хорошо, 25-25 домовтыка Виллскиллса. Вычинивает 2 крестьянами, значит, тратит лес очень много, но за грузинина не так уж и много. То есть это прикол. Минус крест от Виллскиллса, что за дела? И минус 2 крест. Слушайте. Ну, оппонент сражается, но ТЦшечку сдает. И он как бы не пытался ее чинить, как бы просто все ушел и сразу делает стрельбище здесь. Так, но теперь, как говорится, пик силы Виллскиллс. У него крестьян больше, они все это время, они, ну, кстати, не производятся тут. Окей. Темный порох против феодала, классический ТЦРаш. Погнали. Что дальше? Здесь лес заволен, здесь лес заволен. Вот эти чуваки непонятно. Надо отбить от золота, чтобы не родилось много лучников. Лучник всего лишь 1, потому что 50 золота хватает только на одного лукаря. Что дальше? Ну что, китайцы, вы же крутые, вы же давайте пастбище строите. А что, не до пастбищ, да? Ну одно пастбище халявное было бы прикольно сделать, на самом деле. И пошла жара. Воюем крестами. Так. Вообще, Виллскиллс не стесняется, конечно. Ну он, да, тут стеснителям тут делать нечего. На вилах играть. Тут надо навязывать свою игру. Рисковать жителями всеми. Угу. Один лучник. Ну, Виллскиллс должен понимать, что это будет плюс-минус единственный лучник, но можно делать скирмов, которые не стоят золота. Они, конечно, по ДПСу против жителей в раз так 5-4 хуже, но все равно расстояния с дистанции могут стрелять. А самое главное, что они быстрее, чем крестьяне. С 8 скоростью здесь скорость почти как бы 9,6, почти 10 даже, скажем так. Тут куда-то крестьянин уходит. Ага, ага. Но вот пошла жара. В том, что, да, Виллскиллс, наверное, Виллскиллс не всегда делает крестьян, но делает. А кое-кто их не делает. Так, здесь смотрим. Размены 1 на 1, вообще 4-2. И Виллскиллс не то, чтобы выгодно разменится, но этот крестьянин, если спасется, будет красавчиком. И можно еще... О, да, красавчик. Выход на золото. Ой, что ты так уже неаккуратно играешь? Так, ну тут скирмы бесит. Но самое главное, ребята, самое главное, это то, что лук был сдохнут. Ты сдох. Кстати, скаут, да, тоже тут не используется, потому что слишком мертвый. Хорошо, минус крест еще. Здесь... наверное, потеряет вот этого креста. Да, еще размены. Еще. Третья лесопилка выкурена. Ну что? Но есть прикол, да? Китайцы быстрее рожают скирмов. Ё-моё. Что-то бонус. Что за бонус? Ты что, византиец какой-то? Нет. Еще размен 1-1-6-4. Но вот эти овцы. А ягоды, что я говорил? Ягоды это имба. Ягоды это имба. Ягоды это имба. Домики тоже нужны, потому что кресты, конечно, теряются. Так, минус скаут, это очень важно. Не потому, что он там будет воевать или еще что-то. Инфа. А здесь, на самом деле, инфу можно получать, пока пытается хиляться скаут, но в ТЦ не может прыгнуть. Как жаль. 16 крестов, 6 скирмов. Что дальше? Выход на золото, он обнаружен. Можно в теории заволить все это дело, но здесь теряются крестьяне. Есть проблема в 6 скирмах. Скирм всегда наносит 1 урон, ну, феодальный скирм всегда наносит единичку урона по крестам.
Но их 6. Их 6, они быстрые. Это проблема. И здесь Will Skills как будто бы, понимаете, у него челлендж. Это челлендж. Он должен воевать крестами. Поэтому, ну хочешь, иди начинай экономику строить. Но тогда скирмы все отобьют. Здесь выгнал с лесопилки, красавчик. Здесь начинаются войны. Но вспоминаем про то, что на холмах ты получаешь меньше урона за грузинина. Да, но вот это уже не смешно, да? Кресты начинают массово падать. Уже на 5 больше слил Will Skills, соответственно, и ратуша. Да, хватает на ратушу, но здесь ее делать очень хочет золото, да? А тут лесорубы работают. Блин, усложняется ситуация для Will Skills, честно говоря. Но смотрите, у китайца вообще нет еды, абсолютно. То есть даже если он сделал ратушу, ни одного креста он не сможет заказать, осталось всего лишь 14. То есть, в принципе, вот если сейчас минус 2 сделать, хотя бы минус 1, отлично. Скаута можно пытаться добивать. А скаут, блин. Скаут хиляется, но медленно. Причем Will Skills играет не только, походу, на грузинах, а на разных нациях. Но, по-моему, он берет нации все равно. Но некоторые. Ну, грузины тут неплохие. Если бы скаут хилялся быстрее, как раньше, это было бы вообще имба. Если бы ДКБ, хиляется он очень медленно. Еще кресты падают. Но выгодно. Один в один размениваться по крестам очень выгодно Will Skills'у. А вот где-то терять 2 и убивать одного... это уже опасно. Это уже опасно. Примерно вот такое вот КД и выходит. Да, из кирмы вот они добьют этого жителя. Но они же добьют. Ратуша, причем уже надстроена на аж 30%, но не добьют. Все, тут 2 хп, 2 выстрела. Домой. Домоюшки. 21 крест на 12. Работаем дальше. Ягоды заканчиваются, еда заканчивается. Здесь, блин, мулкарты это очень выгодно. Это, конечно, в таких хаотичных играх очень выгодно. Здесь можно пытаться крестами бить, наверное, ратушу, ну или почему бы нет. Will Skills понимает главное, что никакой дополнительной ратуши здесь еще нету. Вот она, единственная ратуша, она отсутствует. Он понимает, каждый минус крест это все. 10 крестьян осталось, из них 5 здесь, 5 тут. Все. И скирмы. И он разрушает ратушу. Китаец, наверное, должен ее отменять, чтобы сейвить ресурсы. У него спокойно хватает еще на ратуши. Но вот он не смог выйти на золото, не смог захалявить, не смог уйти сюда, не смог. Здесь что, очень много таких живчиков. Я представляю, какой-то пот играть. Ты привык играть с ратушей, ты привык делать крестов, что-то, да? А тут совсем другие скиллы нужны. Тебе нужно что-то бегать крестами и что-то микрить с кирмами. Ну, кринж. Кринж. То есть, другие скиллы нужны, да? А Will Skills? Это skills. Это скилл. Ладно, окей. В этом и суть. Оптимально это не оптимально, это не важно. Это другие скиллы. Работаем. Рад, что он отменил. У него 900 леса практически. И что? Добытые ресурсы. У Will Skills уже немножко больше. Эффективность экономики, конечно, запредельная у пацанов. Меньше 30%. На двоих 50%. А ок. Понял. Овцы закончились уже. Неприятно. Еще одна мельница. Красиво. Красиво играть. Кстати, здесь же было больше лесорубов, вам не кажется, да? О, вот оно. Рынок. Рынок это может стать подспорьем. Кстати, вышку может сделать китаец. Возможно, было бы неплохим решением сделать вышку, может даже пастбище. На вышку нападать... Не, на вышку нападать можно, но если ее приволить... Блин, тут крестьяне как будто ускорены. Но я думаю, она умрет опять же. Она должна умирать, потому что грамотно здесь китаец играет на самом деле. Видите, он сделал с кирмов столько, насколько хватило. Осталось, кстати, 5, значит, одну выпили. Убить лесопилку, это вообще не шутка. Это не шутка. Так, хорошо. А видел он рынок? Он вообще видел? Не заметил. 9 крестьян. Но почему он не решается? Ага, выпилили с лесопилки, еще минус крест. Он убегает. Неужели это ГГ? Ему надо было решиться сделать ратушу. Но, ребята, произошло самое... Он додумался до рынка. И он продает этот лес и делает лучников. А вот это уже очень тяжело. Да, кажется, все, ГГ. 9-26 крестьян. Ага. Не тут-то было. Хотя 12 на еде у Will Skills и тоже 800 леса. Что происходит? И ТЦшечка. Додумался. На камне. На камне, окей. Но сомнительно. Далеко от леса. Хорошо. Убить лесопилки, это важно. Убить дома, это огромный урон. Просто убить дома. Сделать ферму, это супер решение. Конечно, кринж. 9 крестьян, но лучники делаются. Первый пошел. А, какой первый? Второй. О, рискует Will Skills. Что же делать теперь? Что же делать? У чувака откуда-то появилось золото. Вроде здесь особо не качал. Можно даже проверить. Отсюда 18 золота выкачано. Скаут видит, что происходит. Но он не видит самого главного. Крестьяне начинают делать рандомные дома, искать что-то, ферма непонятно. Вся твоя экономика здесь, типа.
8 девятых экономики, 1 девятая экономики. Понял? Вот так надо играть против китайцев, кстати. Вот так жестко. Чтобы его экономика была вот такой вот просто. Кстати, есть на этой карте, есть львы, тигры и прочее. Ну, 4 лучника, ребята, 4 лучника. Здесь 2 и здесь 2. И теперь уже, конечно, да. Хоть стрелы нету, но частые выстрелы, наносящие по 2 урона, это уже... Ну, кстати, если с холма, опять же, и тут она сама на холме... Слушайте, она же выиграет. Она выиграет. Хорош! Хорош! И он наносит не 3 урона, а 4 по лучнику. Чисто минус лучника, это супер важно. Мы понимаем, что на этом этапе, когда у тебя там 15% экономики работают, ресурсы практически не приходят. Ну, у него вообще ресурсы не приходят. Здесь 2 лесоруба и 10 на еде. Это все ягоды, ягоды заканчиваются. Что еще мы видим? Ой-ой, опасность в том, что он пришел на родную базу, а здесь много крестьян. Раскидка происходит, нет, все. Will skills уже, тут skills не skills, но это уже нереально. Нужно пачками крестьян воевать. Везде рандомный дом. Представьте, насколько сейчас сложно. Чистокольчик. Но все равно может добывать нормально. Насколько сложная сейчас игра. Типа, да, здесь у тебя экономика, да, здесь пачка. Ты ищешь, ну, скаутом надо смотреть. Фермы какие-то рандомные. Убийство, то есть где он? Тут, не тут, мы не знаем. Почему здесь никого нету? А вот, экономика китайцев вот такой должна быть. Вот она, экономика. Он настолько продал ресы, что ему даже не хватило на лесопилку, и он сейчас качает вот так, он нечем торговать, абсолютно ничего больше 100 нету. Вот она, экономика. Тут олень смотрит на тебя свысока, просто как на бомжа. Итак, 27 на 9 крестьян, хорошо. Когда феодалы will skills? А какие феодалы? Ну, может, надо. Тут уже другого варианта как будто нету. Угу. Ну вот скаут пытается найти, но не там ищет. Здесь стрельбище. Напади на стрельбище. Хорошо, ты, конечно, заставишь лучника вернуться, но... да, бонус крестьян по зданиям высокий, но не успевает, к сожалению, не успевает. А ведь это игра за 2000 рейтинга, ребята. Will Skills хочет 2К взять. Крестьянами только. Он что, троллит? Это не троллинг, это максимально серьезный геймплей. Ну или гейплей. Геймплей. Не, ну все-таки вот эта экономика, она... хорош, все понятно, абсолютно. Кстати, сейчас все. Хватит на лесопилку, либо что он там хочет, непонятно. Вот этот мне ему все-таки понравился, чистокольчик. Все, иди отсюда. Психологическое воздействие, может он такой, все, неэффективно, не буду работать. Тут уже эффективность вот 4-6%, мужик. Лесопилка, вот когда. Ну, кстати, стоп, он отдает стрельбище. Тупой, что ли? Ну, типа, надо было заволить, Почему он отдает стрельбище? Я понимаю, что прямо сейчас ты не сможешь сделать дополнительных скирмов луков, но, окей. Минус еще кресты. Ну да, он убил дополнительную крестьянку, этого не видит, хотя тут прикол, да? 9 на 29. Ну, Will Skills не может сделать ни вышку, ни рынок, ничего. Ему надо ручками добыть еду. Смотрите, насколько китайцы не прирастают по экономике. Итак, здесь пастбище. Ну, правильно, он лесопилку нарастил, да. Здесь 2 чувака. Да, здесь, возможно, надо было большое количество леса, надо было заволить шахту, заволить, либо убить ее. Хорошо. Но Will Skills понимает, где идет жаришка. И он сворачивает сюда, думая, что здесь новые кресты. Но здесь, конечно, да, инфы абсолютно не хватает. Где скаут, ребят? Он умер, он погиб. Где он? Неужели на авторазведке был? Блин, вот это меня бесит. Можно это убрать, плиз? Так, сейчас у меня немножко тут... Это надо поубирать. Сейчас мы это по-быстренькому уберем. Так, вернемся на айдлы. Айдлы у нас 6, вообще маленькие. Это, конечно, ситуация немножко кринж. Давайте даже сначала отмотаем. Ну, возможно, крест уже давно стоит туда. Короче, он убегал, закликволился от тигра. И, видимо, Will Skills решил помочь скаутам. Скаут... он же не хиляется. Ты же в темной эпохе. Реген идет только с феодалов. Я только сейчас сообразил. И неужели он нападет на скаута? Либо он сам нажмет. Я не понял. Фишка в том, что нейтральные... Как бы животные, они не нападают на него. И он ударил его. Ну, это ошибка. Он надеялся, походу, что он его не убьет, но 3 хп убивает. Жаль.
И новую инфу. То есть вот эту информацию, вот эту вот она нужна информация. Где лес? Потому что он хочет найти лесорубов и их бить опять. 9 на 31 крест. Но он не может. Это очень важный мув. Смотрим дальше. Отбитие ферм. Это еще минимальный урон. Так, на самом деле. Так, ратуша. Здесь пара крестьян вообще хиляются, либо прячутся, на самом деле, больше. Здесь, конечно же, вот эта опасность и уходит. Так, ну что, 5 скирмов, 2 лука. Угу. А помните, было 4 лука. Одного он слил на кресте, а второго, честно говоря, не уверен где. Но где-то еще слил. Хорошо. Новое стрельбище. Кстати, не видит ли этот частокол тут что-то? Но он видит... он видит этих крестьян. Вопрос в том, что, мне кажется, Вилскилсу нужно здесь немножко остепениться, действительно, и до чего-то дожить. Мы видим, что у него много камня. Давайте смотреть. Здесь ферма. Ага, вот мулкарт с камнем. То есть сейчас можно это все перебросить в вышки. А здесь, чувак... Он ничего не может. Ну, тут можно подойти живым крестом. Сколько живых... Какие вообще крестьяне здесь у Вилскилс? Ну, нормально. Нормально. Ферма отбивается, но, грубо говоря, окей. Пастбище. На пастбище работал один крест, ну, теперь 2. Максимально уже четко, абсолютно. Все аванпосты потом будут... О, аванпосты это имба. Вот как надо играть. Ребята, первый крест у китанца пошел. Уже 10. Сейчас будет камбэк, экономический камбэк. Погнали. Топорик есть, это здорово, это бустит. Это здорово, 20%. И сразу начинают с вышки на золото, чтобы максимально лучники не намасились. Вилскилс, давай, парень, смоги. 30 крестов у тебя. Феодалы, что дают феодалы? К сожалению, скаут не быстрее и не дальше видит, он мертвый. Блин, это он бы отхилялся. Это очень плохо. Это был очень плохой клик от Вилскилса. Отбитие произошло, кресты не сдохли. Новые лучники, блин, побежали, да? Тут хватает еще на одного лучника. И не забываем про рынок. Рынок бить, я бы тоже, конечно, бил рынок. Здесь что? Дев какими-то вышками нужно устраивать, да, наверное. Но Вилскилс, он не имеет права вкладываться в военных юнитов. Ты не можешь. Ты должен выиграть крестами. Ты обязан это сделать. Пастбище как отбить? Не знаю, вышками. Все. Вышками, ТЦшками. Кресты делаются. Топорик, кстати, не делается. У Вилскилс как бы... Он не видел ту лесопилку, да, и мужики куда-то убегают. Но китанцу опять ничего ни на что не хватает. Ему буквально сейчас не хватает 4 леса, которые опять надо выпилить где-то здесь. Но здесь уже вышка на камень, топорик есть. Он здесь пытается какие-то кусочки отжать. Ты нуб. Еще минус стрельбище, да? Но он, кстати... Ой, 6 лучников это уже совсем не смешно. Это уже все. Это уже контракт крестьянам. То есть с ними уже вилами не повоюешь. Кстати, один здесь причем. Но вот если не досмотреть, но он контролит. Пытается. Кресты пытаются помочь этому лучнику, а лучник креста. Хорошо. Ай, минус лук, чел. Ты должен потеть. Тачка здесь очень бы сильно зароляла, билд скиллсу, да? Но это 175 еды. Хорошо. Лучник попытаться этим крестом убить лучника, тут две тычки и все. А вот это, она сделает это. Каждый лучник на вес золота, потому что он стоит золото. Но он убегает, он микрит. Что еще происходит? Здесь, кстати, не агрессивно играет. Минус крест. И давай. Ну, блин. Да пошел. Ну, ошибись. 14 крестом на 37. Есть! Ха-ха, но она сдохла, ну окей. Так, мужик, давай, скоро нужно работать. Давай. Просыпаемся. 3 пастбища. Что происходит? Он увидел вышку, спрятался или что? Нет. Блин, Вилскилс тут не доиграл. Он оставляет диагональные тайлы. 4 креста могут окружить здесь. У меня уже мозг плавится. Минус следующее, второе стрельбище уже. Здесь что? Он лучников разбрал. Один лучник остался. Ты нуб, давайте посмотрим момент. Вычинивание фермы. Гениально, потому что это дешево загрузить. Да. То есть здесь пачки 4 лучника. Пока ты там микрил, пока ты уснул. Раз, два, сразу нападение крестами. 3-4, просыпайся. И он еще тут начал чинить ферму, да? Чтобы не слить ее. Или это мисклик был, я не знаю. Тут еще мулкарта можно было подблочить. Но это next level, да. Мулкартом подблочить здесь, чтобы закрыть проходик и добить лучника. Остались бы скирмы, фиг с ними, как бы. Экономика китанцев. 2 на еде, погнали. Но здесь будет минус вышка, и он освободит себе камень. Как же у него ничего нету? Тут надо, если убегать, то далеко. Типа лесопилка должна была быть не здесь, а здесь, серьезно. Ну, либо здесь, типа, тоже довольно очевидно, потому что самый угол можно туда... Ну, типа, здесь. Как-то здесь, типа. Не знаю, непонятно. Так. Один лучник, но 16 крестьян. Что они могут, эти 16 крестьян? Немного лишь. Уходят к себе на экономику, где все окружено аванпостами. Дозор у грузинина нету, то есть аванпосты видят
средненько. Вышки обваливаются, но WillSkills тут экономит на том, как заваливает вышки. Честно говоря, экономия идет. И снова дешевое вычинивание, то есть мулкарты. И тачка на 40 крестьянах. Хорош. И вроде как хорошо. Китаец сказал, ладно, все, надоело ходить по карте, все, концентрируемся здесь. Золото, там лес, окей. Что будет? Дополнительный ТЦРаш, мы не знаем пока вышки. Дополнительный ТЦРаш, тут уже много ферм, но можно мельницы перестроить. Он ищет, мало ли несколько крестов где-то работают, что-то делают. WillSkills надо контролировать всю карту абсолютно. Здесь мужик не проснулся еще. Я не очухался. Был бы поляк, кстати, полякам можно играть, это просто забей. Поляки, регена крестов тоже с феодала, но все равно. О, вот это апы идут. Хомутик, ладно. Но дозорчик, это просто имба, нужно видеть вышки. Что делать, дружочек? Ты апнул 2К, ты взял китанцев, но что ты сделал? Не знаю, апал он 2К или нет, честно говоря, но это уже не важно. Он уже никогда не апнет 2К. Он уже все, приплыл. Что ты умеешь для китанцев делать? Делать скаутов и делать пастбища? А что еще? Так, ладно, окей. Хорошо. Land Madness, как будто идеальная карта для скаутов. Нет, это идеальная карта для крестов. Но... сейчас не совсем понятно, WillSkills что пытается сделать? Мне кажется, у него такая распределенная экономика. Кстати, карта можно было оленей пожрать, да? Он там камень пережирает. Ну как пережирает? Имеет запас, скажем так. Минус крестьянка, это бедный лучник, которого можно похилять. Так, здесь ошибка, не ошибка. Тачка, ребята, тачанский. Конечно, они не становятся быстрее, чем Лукас Кирмус. 0.96 скорость, 0.88 все равно пойдет. Так, сейчас надо думать, как думает китаец. А как он думает? Домой, чувак. Он только вложился в лесопилку сразу. Вышка. Давай, еще вышка. Контрвышка. Так. Чувак не хочет проигрывать. Мало ли, что там не хочешь. У него же... Он... Вижен. О, Вижен уже есть. Процентов 60 он видит всегда. Хорошо, контрвышка. Но здесь какие варианты? Какие варианты? На холме или на холме? На полухолме. Как будто бы это значит, что на холме, да? Значит, опять же, меньше урона получает грузинин. И не на 25% меньше, а на, ну, не знаю, тут еще минус 15, на 40. Как оно там складываются проценты, мы не знаем, но жестко. Еще минус крест, хорошо. Но знаете ли, у китанца уже 23 креста, да? Но вопрос не сколько у тебя крестьян, а сколько у тебя места и сколько крестьян может работать. Вот в чем вопрос. То есть мы видим, процент экономики действительно... Мы посмотрим в конце игры, какой он суммарно. Может ли позволить себе WillSkills бегать 14 крестами? Ну, может. Может. Которая уже эта вышка идет здесь. Пастбища тоже заканчиваются. Вот бы еще пастбище воровать у него. Так, здесь мулкарт не двигается. Здесь мулкарта нет, а это он убежал. Оленей бы тут пожрать реально. Угу. 500 еды. Здесь две вышки, ну здесь уже ладно. Здесь уже слишком сложно нападать. Сорян. Так, это интересно, тут уже на холме китанцы. Но какие сейчас бонусы китанцу могут помочь? Степняки, тяжелые конные лучники. Не-не-не-не-не. 0-0-0-9. То есть отбитие от леса произошло. И здесь не знаю, надо делать... ну у него леса нету. Он вкладывает сейчас 100 леса в пастбище. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь, наверное, выиграет же этот бой. Вышками, да? Здесь пишет, что эффективность экономики под 50%, но это потому что, типа, вот они не айдлы. Так, ну тут золото какое-то добывается. Но у него же нет стрельбища. У него есть барак. Ну что с барака делать-то? Еды нет. Тут буквально единственное... Вот тут можно только сделать пастбище, и все. Что происходит? Ой-ой, кресты зажались тут. Они немножко... Они испарились? Я честно немножко это уже не алё. Один вышел, девушки остались. Что с ним произойдет? Я не совсем понял. Они, я так понял, прыгнули в вышку. Они вышли вниз, неожиданно. Хорош. Хорош мужик. Кстати, WillSkills потерял всего лишь 44 креста. Пофиг. 45, пофиг. Пляшем. 46, пофиг. Когда ты ТЦРашишь, да? Пофиг. На все начинается. Вот почему Даник ТЦРашит. Ладно.
Добытые ресурсы, вот что важно. 12 тысяч на 6, там, 500. Действительно парадокс, да? Ты теряешь крестов пачками. Да у тебя экономика в 2 раза выше. GG Call, рынок. GG Call. Официальный 2К на крестах. Мистер Darkside Бири из Аргентины. О май гад. Ну, легендушек. На самом деле его челлендж, он жесткий. Я бы Only Маусом попытался с ним сыграть, но, возможно, ну, если... Понимаете, тут, конечно, прикол в том, что знаешь ли ты, что он делает или нет. Если ты знаешь, немножко легче, что ж тут скрывать. Так, тут пара мулкартов. Ну, давайте попытаемся понять, почему он сдался. Давайте вот здесь вот сейчас. На самом деле, не совсем понятно, почему именно сейчас. Здесь пачечка, тут вышка умрет. Есть как бы, ну, еще вышка, но он, ну, устал там. Ну, тут много вариантов, да? Просто вот на такой площадочке жить, это, конечно, то еще удовольствие. Просто он устал, он понял, не знаю, тут рынок на рынок, блин. А можно сделать торговую телегу? Это запрещено или нет? Торговая телега это по сути что? Ну, это экономика. Я бы сделал. И тут поторговал бы с ним. Найс. Хорошо, давайте 47-13, мужик. Феодал на феодал. 46 крестьян слито, да? Ресурсы. Армия не нужна. Армия это и есть крестьяне. Мужик, ты действительно... Вот, все, Will Skills это называется. АПМ 50 на 54, хорошо. Не супер высокий, но окей. 2% экономики. Да у него 2% экономики всю игру было. На самом деле 45 пишет в среднем, а тут 44, не так мало. 19 минимальное было. Но мне нравится, что в середине игры один крест работал там всего лишь. Милитари. Милитари нормально. Здание убито 12 на 9. Армия максимально 11, тут 1. Ну, и Will Skills терял много жителей, но пофиг. Пофиг. Как бы еды намного больше, да? Камня. Блин, я бы хотел посмотреть, что было бы в замковой эпохе, как бы там грузинина было бы все отлично, там потом застройка церквями и до свидания, честно говоря. Под которыми еще жители быстрее работают. Это просто забей, было бы интересно. 33 минуты феодал. Пойдет. Разведка карты хорошая. Мне даже интересно. Бери, продолжай дальше. Он будет пытаться взять 200, судя по его стриму. Мы будем наблюдать, может, за ним. Если он там возьмет 200, 200, ну, это уже очень слишком сложно. То есть тут нужно уже прям, я не знаю, но это нужно вырабатывать скилл. Такая катуля, такой вот чел. Ребята, если вы добрались до 1900-2000, зря. Это ошибка. Потому что здесь сидят такие монстры, что никому не поздоровится.